Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Сегодняшнее видео о противоречиях в расследовании, которые ставят под сомнение официальную версию следствия в деле об убийстве Ирины Фарион. Эти факты, которые будут рассмотрены, поднимают серьезный вопрос. Был ли Вячеслав Зинченко, который является обвиняемым в этом преступлении, именно тем человеком, которого видели во дворе дома Ирины Фарион на улице Масарика 3 во Львове в клоунской одежде? И ответ на этот вопрос мы сделаем после того, как разберем две критические несостыковки. Во-первых, время прибытия Зинченко во Львов в сравнении с видео с получением Зинченко посылки на новой почте. И, во-вторых, показания свидетеля о том, что он видел человека в клоунской одежде на улице Масарика 3. Эти показания свидетель дал вчера, 24 сентября 2025 года. И вот сопоставим эти показания свидетеля с контекстом официального заявления, которое сделали органы охраны правопорядка на брифинге МВД и СБУ 26 июля 2024 года. Мы будем исходить из предположения, что данные брифинга правдивы, а также свидетельница, которая выступила в суде 24 сентября 2025 года, также говорит правду. И, друзья, вот если основываться на этом, то тогда наш анализ приведет к шокирующему выводу. Человек в клоунской одежде, которого видела свидетельница с 10 июля 2024 года по 19 июля 2024 года во Львове на Масарика 3, этот человек, скорее всего, не был Вячеславом Зинченко. Почему мы делаем этот вывод? Мы сейчас разберем все шаг за шагом. Насколько это у нас получится. Ирина Фарион, известный украинский лингвист, общественный деятель, тоже под вопросом. И этот вопрос мы сейчас тоже рассмотрим. Является ли деятельность Ирины Фарион общественной? И является ли в этой связи сама Ирина общественным деятелем? Бывший народный депутат была убита выстрелом в голову 19 июля 2024 года около 19:30 во дворе своего дома на улице Масарика 3 во Львове. Учитывая ее активную позицию, острую критику власти, резонансное заявление, включая видео против президента Зеленского в мае 2024 года, все это вместе вызвало в Украине, мягко говоря, некоторый шок. Главный подозреваемый, 18-летний Вячеслав Зинченко из Днепра, задержан через 5 дней после убийства, 24 июля 2024 года. Следствие и результаты расследования уже были представлены на брифинге МВД и СБУ 26 июля 2024 года. Утверждает, что, во-первых, Зинченко прибыл во Львов 9 июля 2024 года в 15:30 поездом из Днепра. Об этом мы увидели из видеозаписей на вокзале, видеокамеры. Эти видеозаписи и протоколы этих доказательств
исследования этих доказательств уже присоединены к материалам дела в суде. Эта видеозапись показана в суде была 27 мая 2025 года. То есть Зинченко прибыл 9 июля 15:30 на вокзал. С 10 по 11 июля Зинченко был зафиксирован в обычной одежде, перемещающимся по Львову. В этой же одежде он заходил и в Новую почту. Он демонстрировал свою знаменитую футбольную походку. Значит, эта походка была зафиксирована. И в-третьих, с 12 или 13 июля, то есть через 4 дня, на 4-й день пребывания, Зинченко начал использовать клоунскую одежду, то есть переодеваться. Ну так, официально, в открытом источнике сообщили нам всем на брифинге. И не доверять этой открытой информации оснований нет. Это доказательство. И это доказательство, я думаю, стоит использовать в стороне защиты, во всяком случае. То есть, еще раз, прибыл Зинченко 9 июля, значит, ходил в обычной одежде по Львову и только на 4-й день пребывания начал переодеваться. Ссылку на видео с этим брифингом и с указанием времени, когда это сообщение там на брифинге произошло, я дам. И в описании представлю, и, наверное, и в подсказке. Вот. Это у Янины Соколовой я смотрел на канале, там где-то 18 минута и 35 секунд. Вот где-то в этом районе, значит, я услышал сообщение о том, что Зинченко, там показывали 3 фотографии, значит, слева Зинченко, справа Зинченко, а посредине клоун, да, и представитель, официальный представитель правоохранительных органов следствия заявил, что использовать такую маскировку, такую одежду Зинченко начал только на 4-й день после прибытия во Львов. То есть 4-й день, если 9, 10, 11, 12, да, получается, число, 12 июля 2024 года. Он впервые появился в этой клоунской одежде, то есть в красной футболке, в черной панамке Патагония с очками, ну и в черных штанах, и в белых кроссовках. Вот. И это подкреплено и также и поисковыми запросами в телефоне Зинченко. В той же одежде Зинченко был и, ну не Зинченко, да, а вот тот, кто переоделся в эту одежду, он же и был в день убийства во дворе на Масарика 3. Ну и следствие предполагает, что именно человек, который был одет в панамку Патагония с очками, там, со всеми этими делами, именно он нажал на спусковой курок, и именно он совершил этот выстрел, в результате которого Фарион погибла. Также на брифинге было сообщено, что биометрия движений, манера движения руки, ноги также связывает Зинченко с вот этим вот человеком, который начал переодеваться в эту одежду на 4-й день пребывания Зинченко во Львове. Однако, вот во всем этом есть, друзья, нестыковочки. Ну, нестыковощи, да, огромнейшие, да, которые касаются результатов расследования, которые мы разберем. Мы же как бы не придурки, да, не лохи, которых из нас хотят сделать, да, мы просто нормальные люди, которые интересуются, чем же там занимаются наши правоохранители, которых мы кормим,
чем там судьи занимаются, которых мы кормим, да, чем они там все заняты. Мы вот пытаемся разобраться, за что они получают свою зарплату с наших налогов. Вот. И это мы сделаем разбор, опираясь на транскрипцию брифинга, показания свидетеля от 24 сентября 2025 года. Вот все эти противоречия между брифингом и показаниями свидетельницы, они указывают на возможное присутствие второго человека во всей этой истории и ставят таким образом под вопрос прозрачность расследования. Ну, не только прозрачность, а сами выводы результатов расследования, то есть обвинительный акт в адрес Зинченко. Итак, первая несостыковка. Она касается времени прибытия Зинченко во Львов и его сравнение этого видео с видео с новой почты. Представитель МВД и СБУ заявили, что Зинченко прибыл 9 июля 2024 года в 15:30 поездом во Львов, что подтверждено видеозаписью с видеокамеры с вокзала города Львов. Также, опять же, я повторюсь, что значит, на брифинге было сказано, что вначале Зинченко ходил в обычной одежде, теперь после и подчеркнули, да, что прибытие в 15:30, и это отправная точка хронологии. Ранее во Львове Зинченко не фиксировался. Однако, вот то, что касается видео с новой почты, там это видео снято 9 июля 2024 года в 9:35 утра. Но на 6 часов раньше официального времени прибытия Зинченко во Львов. Если брифинг прав, ну а мы не ставим его под сомнение, не будут же правоохранители нам врать. Зинченко не мог быть во Львове в 9:35 в тот же день. То есть прибыл он в 15:30, а получил посылку в 9:35. Зинченко в это время находился еще в поезде. Или еще не приехал. Поэтому, что можно сказать? Ну, видео с новой почты фейковое, с подделанными датой и временем. И прокурор, по всей видимости, назвал или должен был назвать это видео неофициальным и неподтвержденным. Но, во-вторых, можно предположить, что другой человек, очень похожий на Зинченко, получил посылку от его имени. Ну, то есть, портретной экспертизы мы не имеем этого видео на новой почте, поэтому что-то говорить определенно тяжело. В-третьих, сбой времени на камере новой почты, хотя экспертиза подтвердила доставку посылки без точного тайм-стампа 9:35. То есть точное время не было установлено экспертизой получения посылки. И в-четвертых, ранний приезд Зинченко, ну тоже мог быть, да, то есть что Зинченко приехал не в 15:30 9 числа, а, например, ночью или утром, автобусом, и, может быть, за 3 дня до этого. И это противоречит вообще-то брифингу. Человек на видео в 9:35 утра на новой почте в городе Львове
не мог быть Зинченко, что указывает либо на подделку, либо на второго фигуранта, возможно, сообщника, готовившего посылку. Ну, то есть одел человек маску такую лица Зинченко, изготовил ее и пошел себе, да, и по карточке Зинченко еще и получил посылку с телефона. Другая несостыковочковище – это клоунская одежда, панамки, очки, грим, если он был. Вообще с этой ситуацией тут интересная штука получается. Свидетель почему-то решил, что на лавке сидел мужчина. Когда прокурор его спросил, а как вы это определили, свидетель сказал, это, по всей видимости, одежда была такая. Ну, она же не могла залезть ему в штаны там и пощупать, мужчина или женщина, да, то есть она сидела в машине и из машины, значит, или гуляла с собачкой, определила, что это мужчина. Ну, то есть первичных половых признаков она у него не видела, вторичных тоже там незаметно, ни бородов, ни бороды, ни усов, значит, как она определила, что это мужчина, может, она, ну, за грудь тоже его не трогала, блин, так получается, ну, поприкалывались там прокурор, судья, значит, и сторона защиты, как же все-таки свидетель определил, что это человек мужского пола. Ну ладно, этот прикол там оставим на потом. Это все разжевывание. Значит, и вот этот вот брифинг разграничивает этапы маскировки. То есть вначале Зинченко был без клоунской одежды первые 4 дня, то есть с 9 по 11. А уже с 12 и 13 начал использовать вот эту вот клоунскую одежду. И был зафиксирован. Вот это четко слова правоохранителей, следователей с брифинга. Это официальная информация, которая должна быть включена в материалы судебного дела. Ну, для этого, наверное, стоит в защите подать ходатайство о присоединении к материалам дела вот этого вот видеобрифинга, ну и транскрипции, соответственно. Вот. Свидетельница же, допрошенная в суде 24 сентября 2025 года, заявила, что с 10 июля 2024 года видела человека в панамке и очках в клоунской одежде ежедневно до 19 июля во дворе дома на Масарика 3, где жила Фарион. Она описала его как худого парня, 18-20 лет. Если брифинг прав, а мы считаем, что именно да, то клоунская одежда у Зинченко появилась только с 12-13 июля, а свидетельница видела клоуна во дворе уже с 10 июля. Друзья, это не шутки, то есть и не приколы. То есть это судьба человека. Поэтому внимательно следите за руками, да, прокурора, значит, стороны потерпевшей, значит, ее адвоката. Внимательно следите, то есть даты, да. То есть брифинг сказал, ну, правда, этот брифинг был назван таким вредным СБУ, но что было, то было, то есть из песни слов не выкинешь. На брифинге было объявлено, что переодевание началось с 12 числа, значит, так оно и есть. Это факт, и он не опровергнут. Просто нужно, чтобы суд его учел. А свидетель, ну и, соответственно, все экспертизы, друзья, показывают, что Зинченко в панамке и очках почему-то сидел уже с 10 июля. Вам не кажется это странным, да? То есть, вот если рассмотреть вот эту вот несостыковочку, да,
то в результате мы увидим голый зад прокурора, который прикрыт какими-то там липовыми экспертизами. Если эти экспертизы, значит, отвернуть, то ничего не останется. Один голый зад. Итак, значит, переодевание началось с 12 числа, а свидетельница видела клоуна уже с 10. То есть получается, что кого же видела эта свидетельница? Там явно не Зинченко. Ну или тогда брифинг нужно опровергать. Пожалуйста, прокуратура, опровергайте ваших начальников, которые выдали вам премию. Это что они там творят? Кому они там премии дают, да? И за что? Значит, опровергайте их. Говорите, что они трындят на всю Украину. На брифинге. Прямо на брифинге трындят. Ну вот. Так кого же видела свидетельница Намасарика? Ну, явно это был тогда не Зинченко. То есть свидетельница правду говорит, брифинг говорит правду, значит, это был не Зинченко. Ну и видео с новой почты. Тоже непонятно, почему Зинченко получил посылку в 9:35 утра, а прибыл во Львове, да, во Львов в 15:30. Мистика какая-то. Ну, там еще куча несостыковок. Я услышал, что, например, Варняк уточнял у свидетелей время, когда Зинченко они видели, ну, не Зинченко, а клоуна, видели во дворе. Это было с 10 там, до 12 примерно каждый день. Ну, в том числе и 11 числа. Но есть видео, которые в это же время фиксировали Зинченко, гуляющего по Львову. Ну, не знаю, опять же, для нормальных людей такая как бы, ну, это не паранойя, да, это раздвоение личности. Паранойя — это когда человек, там у него мания преследования или что-то в этом духе. А раздвоение — это, значит, шизофрения, да. Вот не все же шизофреники, да, что они видят одновременно Зинченко и гуляющим по Львове, и сидящим, значит, на лавке. Ну, не думаю, что суд тоже страдает этой шизофренией. Не нужно из всех делать шизофреников. Ну, если там сторона обвинения страдает чем-то, то проверьтесь, пожалуйста, значит, и тогда уже представляете, значит, государственного обвинителя. Только если вы не шизофреник. Значит, вот такое вот дело. Значит, это, друзья, вопрос справедливости. Это не вопрос критики там власти. Справедливости и судьбы человека. Мы хотим знать правду. Ну и что касается еще, в конце концов, Фарион. Является ли она общественным деятелем? Уже после моего вчерашнего видео, значит, на ночью, которое было снято, на последующем судебном заседании прокурор очень усиленно пытался доказать, что Фарион — это общественный деятель. Он спрашивал свидетеля, да, является ли Фарион общественным деятелем. Свидетель говорит, да, является. Почему? Есть ли какой-то критерий? Например, есть громадские объединения, да, или общественное объединение, СИЧ. Вот это вот общественное объединение, если человек состоит в этом объединении, то он громадский дьяч там или что-то в этом духе. Но Фарион ни в каких громадских объединениях не состояла. Она чисто заколачивала бабки, ну, денежки, зарабатывала денежки, друзья, да, нужно уважительно к этому делу относиться. Зарабатывала денежки, но тогда это не волонтерство и не общественная деятельность. Тогда это просто бизнес. Но если какому-то бизнесмену кто-то дает какие-то донаты, то от этого бизнесмен не становится волонтером. Нужно понимать, да?
Поэтому Фарион зарабатывала на своих видео, каналах YouTube и на телевидении. Тоже она зарабатывала. Кто там ей что донатил в результате этого бизнеса, это уже не играет никакой роли. То есть она зарабатывала, она платила налоги там, где там YouTube находится, его офис, в Ирландии. Значит, в Ирландию шли деньги, которые уплачивала Фарион с налогов. Значит, канал на 300 тысяч подписчиков, ну, официальная интерпретация, это от 2 до 6 в среднем гривен в месяц доход. Получается, но я не думаю, что он такой маленький, да, то есть там, скорее всего, больше, если нормально раскручивать этот канал. Но все же доход есть. И если это бизнес, это работа, это фриланс, можно сказать так, то есть его нужно оформлять. Поэтому это не общественная деятельность. Это нужно четко понимать и прокурору, и судье, и потерпевшей, и, значит, обвиняемому, стороне защиты, ну и всем нам, друзья. Нужно понимать, что никакой общественной деятельности здесь не пахнет. Поэтому обвинение Зинченко рассыпано таким образом. Несостыковкой, значит, информации с брифинга, это официальная открытая информация следствия, значит, что Зинченко начал переодеваться в клоуна с 12 числа. И показаниями свидетеля, который говорит, что клоун появился 10 числа. То есть, кто это тогда сидел во дворе в клоунской одежде? Ну, явно это получается не Зинченко. И тут надо еще и разобраться с этими экспертизами. Что же они там напоказывали, эти экспертизы, и как они прикрыли голый зад прокурора. Ну вот, друзья, такие вот новости. Что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях, будем обсуждать. До новых встреч. С вами был юрист Валерий Табаков.